Так как мы все это первый раз, я такой, я под впечатлением, ну пляж, вот сам стоишь, блин. Я такой, блин, мы тут еще и на завтра останемся. Ну, эйфория прошла. И вот спасибо Оксанке, она такая говорит, а это, ну и что мы тут будем стоять? На воду смотреть? Вот, это то, что вот опять же учимся. Я говорю, согласен, нет смысла. Ну, я говорю, просто первые впечатления. Вот. Там покупались, полетал на дроне, отдохнули, ноги в чувства пришли, отдышались, полежали, ну и все. И на следующий день мы поехали. А вот куда уже на следующий день мы поехали, я убей, уже не помню. Оттуда из этого, Да, с первого кемпа. да, с того, не с первого кемпа, а с первой парковки, Первой вот, парковки. Парьявик, Риявик, или как он называется. Куда там, куда уже мы поехали, я уже не помню. Поехали по набережью. Ну да, и искали, и там уже мы запарковались в кемпе. Да, вот в этом большом В большом кемпе. кемпе, это в Огромном. хорватском большом кемпе мы запарковались, да, он такой, это, и там был выезд 12 часов, он был дороже уже, чем первый, и условия там были покруче. Шикарный пляж с волнорезом, там всякие вот эти вот, у каждого места вода, электрика, канализация, ну, в общем, намного круче. Там в первом кемпе мы платили возле Плетвицких озер 37 евро за ночь, а здесь 48. Ну, там плюс еще считают две особы. Вот. Там мы побыли, и до 12 часов мы выехали. А тут еще случилась такая вещь. Я ж там бегал, все снимал, фотографировал, показывал. Ну, в общем, репортажи делал. И это... Ну, и GoPro-шку взял поплавать. Ну, поплавал, поснимал все. И тут она что-то как-то начала у меня раз и выключилась. Ну, я ее включил, она потом что-то опять выключилась, потом начала там что-то скакать. Нет, а все. Говорю, нет. А, вот платная магистраль. Вот она, платная магистраль, по которой мы 2 года назад ехали домой. Вот. И это. И тут я с ней, в общем, не включается, какие-то ошибки показывает туда-сюда. Крепость какая-то. Ну и что дальше? Ну и поехали мы, и по пути мы попали, вот опять же, второстепенная вот это вот, второстепенные дороги, какой открывают это, возможности. Опять мы совершенно случайно в Хорватии увидели какую-то деревушку. Не, ну это мы уже не случайно. Не, ну мы ехали мимо, смотрели. да, мы не знали, что она, Мы же какая просто она, смотрели чё. по пути, куда можно заехать. Нет, мы не смотрели, мы еще просто ехали, но уже думали об этом. И тут с левой стороны мы увидели этот вот костел, который стоит как-то там. Нет, я его нашла на карте, Костя, специально. Зая, ну вот что ты споришь? Это, Хорватии? да, А, в Хорватии. да. Это та, к которой мы вернулись потом. Да, да. Да, вот. Тоже так вот проехали мы и увидели совершенно случайно, как-то стоит, мы еще так проехали, я там парковку увидел, тут мы давай думать, заехать, не заехать, заехать, не заехать. В общем, там развернулись, поехали. Правило номер самое первое. Ребята, все, что увидели, останавливайтесь. Оно того стоит. Тоже вот сейчас вот я жалею, в 2 местах я проехали мост, можно было остановиться, такой он горбатый, прям, ну нереальный. И панорама на город была шикарная. Ну вот проскочил, и тоже вот задумался, ехать, не ехать, останавливаться, не останавливаться, прощелкал. В общем, вот это должно быть неукоснительное правило, что увидели, остановились, и это. Ради этого все создавалось, платились деньги, ехалось, ожидалось, ждалось ради этих моментов. Но еще тут такой момент. Это потому, что я фото-видео повернутый. Если вам это как бы, ну просто посмотреть на телефон, щелкнуть, ну тогда определитесь сами. А те, кто именно вот из моего клуба, повернутых на фото-видео, тут да. Ну, может, вы это все знаете, это я так философствую. Вот. Вернулись мы там, поснимали. Бонифаций, наш штурман, там нам, вон он, все лежит. Он нам там много чего это... Кстати, город называется Кале.
Балы, вот город Балы. Я, ну, Б ихние, вернее, наше В ихнее Б, и меня вот это все время с пантелыку сбивает. Вот. Шикарный город, шикарный. Там всего лишь на час. С фото-видеосъемкой, ну, 1,5 часа от силы. Это надо, если просто пройтись его за полчаса, блин. Вот. Малюсенький, но вот это там еще все римское, стоит с Римской империи. Дома, конечно, нет, а там костел стоит, вот, церковь ихняя, там, в общем, шикардос. И потом, вот после него мы начали искать запарковаться где, потому что мы выехали с кемпа, у нас вся зарядка есть, вода есть, баки чистые, все это. А так как у меня опыта, ну, у нас опыта вообще нет, то мне было сказано, что один день или одна ночь в кемпе, заряжайте, все, и 2 ночи вы можете быть на Дивоках, где-то там в пустыне спать. А потом будет заканчиваться энергия. Так вот, с нашего опыта, энергия не заканчивается. Мы ночевали 5 ночей. 5 ночей. Это уже потом, когда мы поняли все. Проблема туалет, потому что ну вот у нас заполнился на 5-ю ночь, но из них мы 2 ночи были в кемпе. Вот. Поэтому проблема туалет. Он 18 литров, он будет заполняться. А воду можно решить. Вода у нас 100 литров, серая вода, бак сливается, там ничего нет, там просто вы покупались, помылись с душа, там ничего страшного нету в этом, сливается где угодно. Это так не критично. А с туалетом проблема. Вот. Ну, понятно, его тоже можно вылить, но его надо чем-то помыть, полоснуть и так далее. Вот, так что проблема туалет. А так, 5 ночей у нас выдержало, и энергии показывалось 75%. Возможно, я не силен, не знаю. Но как бы эта батарея, которая обслуживает салон, она не должна заряжаться отсюда. Но не могу сказать, потому что то ли я прощелкал, то ли нет, но у меня получилось так, что я 1 раз проверил, а она стала 100%. Думаю, или я просто не знаю, может я ее не испотребовал, эту всю энергию, не использовали мы ее. Сори, там проскакивают словечки, потому что не всегда вспоминаю сразу русские. Вот. Поэтому вот, ну, меньше 75% у нас энергии никогда не падало. Вот 5 ночей мы ночевали, 75% все, меньше нет. Ну и правда, я даже там и телефоны заряжал, и там какую-то камеру заряжал, и что-то я заряжал с это. А когда едем, то, естественно, у нас заряжается все только здесь. Здесь вот USB вот здесь один в машине, сюда я вставил в прикуриватель 2 USB, и там еще 2 USB. Все, больше здесь нет. А в машине, в спальном салоне, там 2 розетки USB и еще один прикуриватель. Так что и там можно заряжать потом. Все, что там есть. Плюс 2 розетки 220 и 1 розетка еще в гараже есть. Вот так это что вот по зарядке. И тут мы, все члены экипажа корабля мечты «Надежда», открыли для себя новое, доселе невиданное. Оказывается, хорваты, ну или Хорватия, все пляжи, которые, и парковки, все, которые возле воды, 99,9% все запрещены ночевать. Все. Нам чудом повезло. Первая парковка, там, где мы были на берегу реки, потому что там она только работала до сезон. Сентября. Да, до 1 сентября. Вот она была платная. Дальше была бесплатная и не было никаких ограничений. А вторая нам повезло. Уже въезд в нее был со всех сторон закрыт. Но рядом был небольшой такой, как бы, зона отдыха. Стоял запрещающий знак. Нельзя парковаться на траве, на зеленых насаждениях. И там был такой большой плац, ну небольшой плац, я не знаю, метров 10 на 20-30 может. Вот. Да нет, побольше. С камня. И вот мы там
Остановились, пляж шикарный, тоже все, купаться, все можно, вода чистая, идеально. И потом еще приехал один автодом, вот, и вот мы там вдвоем переночевали.